Синхрон. Всем привет! На самом деле это не самое веселое видео на данном канале, но оно должно здесь быть. В моем городе есть крытый аквапарк, который я периодически посещаю. По сути, до этого случая у меня не было никаких претензий. Обстановка в аквапарке достаточно приятная. Архитектура на среднем неплохом уровне, то есть когда ты находишься внутри, тебя ничего не напрягает, у тебя заполнены свободное пространство какими-то скульптурами, то есть там акулки, рыбки, прочее, какие-то развлечения, горки, горок вполне достаточно также для проведения целого дня, различного типа бассейны. Повторюсь, архитектура в порядке. Но вот после последнего посещения у меня возник серьезный вопрос к обслуживающему персоналу. Не кому в частности, а абсолютно ко всем. Начиная от девушек на стойке регистрации, давайте разберем все по порядку. У них действует акция. В день дня рождения именинникам вход бесплатен. Я иногда, не буду лукавить, пользуюсь данной возможностью. Но в последний раз меня взяли за компанию. Именинница пошла и пригласила меня. Был оплачен билет. В принципе, никаких поблажек к ним не должно быть. То есть я заплатил полную стоимость, и будьте любезны, относитесь ко мне должным образом. Но также и к имениннику хотелось бы, чтобы относились должным образом. Ведь акцию не я придумал, а они сами придумали и предлагают ребятам посетить и провести хорошо день. Так вот, за время регистрации не прозвучало ни одного поздравления с днем рождения. Ну, действительно, неужели так сложно открыть рот и сказать «с днем рождения»? Или там «хорошего празднования», или ну какое-то пожелание. Это же банально на самом деле. Ведь я всегда говорю, если присутствует человеческий фактор, то есть если есть человек, если ты не все делаешь автоматизированно, если не все происходит через автоматы, в электронном виде. Если есть люди, то вы прям должны быть готовы к стандартным, нестандартным ситуациям, как-то иметь нестандартный подход к любой ситуации. Но здесь вообще это банальщина. К ним приходят ежедневно очень много именинников. У них прям должно от зубов это отскакивать, типа с днем рождения. Так как первостепенная задача торгово-развлекательного центра – это хорошее настроение у посетителей. Ведь чем лучше настроение у посетителя, тем больше он оставит там денег. И тем больше вероятность, что он вернется вновь туда, чтобы вновь оставить деньги. И он порекомендует своим друзьям, чтобы они тоже пришли туда и оставили там деньги. Это закономерность, и это опять-таки на банальном уровне. Это все должны понимать люди на всех этапах. То есть от простого персонала до менеджеров и управляющих. Я считаю, если кто-то на каком-то уровне не придерживается этого правила, значит он блокирует развитие бизнеса. Ну правильно? Правильно. Так вот, вернемся к нашим баранам. Далее произошла интересная ситуация. Нестандартная, повторюсь. Но такая, которую, в принципе, должны помочь решить мне люди, работники аквапарка. В общем, мы приобрели билет, заходим в кабинку для переодевалок, и тут я обнаруживаю, что я оставил плавки в машине. Ну, банальная ситуация, то есть не мне рассказывать, как много забот у людей в день рождения. Я был с именинницей, то есть на мне это все как бы косвенно отзеркаливается. Звонки, поздравления, переживания, какие-то там дела, решения вопросов. Не мудрено забыть какие-то вещи в машине, тем более они здесь, мне пройтись, типа выйти, просто забрать. Я говорю, мол, иди развлекайся, пока я пройдусь в тачку, заберу плавки. Подхожу опять на стойку регистрации. То есть к тому времени, в принципе, я думал, ну, не поздравили с днем рождения, ну, ладно, ребят, ну, девушки, может, там, устали, может, у них тоже какие-то проблемы, господи. В принципе, они не обязаны это делать. К этому претензий нет. По большому счету, все, что случилось, никто ничего не обязан делать, но хотелось бы. Так вот, я планирую выйти, и говорю, я сейчас, типа, выйду и вернусь обратно. Я в той же одежде, я буквально, пару минут назад зашел и собираюсь выйти, для того, чтобы спуститься к автомобилю на парковку. Мне говорят, извините, но у нас в правилах один билет, один вход и один выход. То есть, если я выйду, мне необходимо будет вновь приобретать билет и заходить. Я говорю, ну вы представляете, да, мое состояние? В принципе, я достаточно уравновешенный человек.
культурный, воспитанный. Я всегда всем говорю спасибо, пожалуйста, большое спасибо. Я говорю, если мне уступают дорогу, вот я езжу на велосипеде, я говорю большое спасибо. А если мне просто уступают дорогу, или если оттаскивают ребенка, я не въезжаю в него, не разбиваю ему голову об асфальт, например. Я говорю спасибо за сохранность ваших детей и вас, в частности. Но здесь у меня немножко порвались шаблоны. Вновь повторюсь, первостепенная задача торгово-развлекательного центра – это хорошее настроение. Этим они мне настроение только испортили. Я говорю, давайте как-то решать ситуацию. Это конфликт, это форс-мажор. То есть я говорю, я начинаю искать возможные решения проблемы. Я говорю, давайте я оставлю браслет. У них есть такое правило, что за утерю браслета полагается штраф. Я говорю, давайте я оставлю браслет, давайте я оставлю документы, у меня есть права, у меня есть дорогостоящий телефон, много чего. Я говорю, давайте я что-то оставлю, давайте я оставлю браслет, давайте я оставлю документы. Сгоняю в машину буквально и вернусь. Мне в тот момент даже противно было уговаривать человека на такую мелочь, такую ерунду, которую я в принципе должен был сделать сам без вмешательства кого-либо. Но говорят, нет, извините, такие правила, здесь вокруг камеры, мол, нельзя это делать. То есть девушка, как баран полностью уперлась. Я не хочу обижать ее как личность, как человека, но как работника мне хотелось, и я жалею, что я не написал на нее жалобу. Решение форс-мажорных ситуаций, выход из нестандартных ситуаций, это должно быть в резюме у нее. То есть она, когда устраивалась на работу, должна была подписать бумагу, что может выходить из конфликтных ситуаций. Или не доводить до конфликта, или решать конфликтные ситуации. То есть быть стрессоустойчивой, да, как-то взаимодействовать с посетителями. Но она тупо уперлась по шаблону, все, нет, нельзя, окей. Оказывается, потом она вспоминает, что у нее здесь на территории, возле кассы, есть небольшой ларечек, который к ним не имеет отношения, но он на территории, за турникетом, в котором продаются купальные принадлежности, в частности и плавки. То есть там плавки, шапочки, обувь, полотенца, то есть все, что как раз для таких ситуаций. Я говорю, окей, но я уже понимаю, что цены там будут крайне завышенные. Я говорю, если там, какие-то вообще космические цены, то я говорю, мы дальше будем с вами решать как-то вопрос. Стучусь туда, там никого нету, она говорит, подождите, она куда-то ушла. Я говорю, а когда она будет, как ее, как-то позвать, поторопить, чтобы у нас началось и с ней теперь взаимодействие. Она говорит, я не знаю, эта точка к нам отношения никакого не имеет. Открещивается абсолютно. Опять-таки шаблон, все, этого в шаблоне нет, эту проблему она не решает. Окей, ждем. Минут 20 я ждал эту девушку. Она пришла. Опять-таки к ней у меня тоже никаких претензий, но цены там были весьма завышены. Обычные плавки более-менее нормального качества, не более-менее, а обычного нормального качества стоили, на секундочку, 499 гривен. Эта вспыльчивость, она нарастает с каждым разом. Опять-таки, я начинаю с ней ругаться, говорю, это нельзя так делать, нельзя так вгонять человека в рамки. Я понимаю, что ситуация нестандартная, ситуация форс-мажорная, но вы так же, как и я, должны быть заинтересованы в решении данной ситуации, так как, опять повторюсь, первостепенная задача торгово-развлекательного центра – это хорошее настроение посетителя. Так вот, долго мы с ней тележили. Я говорю, мне необходимы плавки, я их забыл в машине, меня не упускают, мне говорят, нельзя выйти, давайте как-то, мне надо что-то на один раз, я на один день, грубо говоря. Она говорит, все, нет проблем. Якобы она вошла в мою ситуацию, достала где-то из-под полы плавки, качество, если бы я пакет, например, натянул на себя, было бы примерно то же самое. В общем, они стоили 150 гривен. Все равно, в принципе, это дешевле, чем покупать билет снова. Он стоил 220 гривен. Опять-таки, это единственный оптимальный выход, да, то есть если не терять времени на то, чтобы звать менеджера, управляющего, кого там, администрацию, на это я бы потратил вообще полдня, и все нервы ушли бы на это. Мне бы уже не хотелось ни развлекаться, ни проводить время, ничего. То есть пришлось приобрести данные плавки. Когда я их одевал, они уже начали трещать, и они трещали на протяжении всего дня, пока я катался с горок, там начали вылазить нитки. Продавец, конечно, предупреждала меня, что это действительно один раз, и не ждите от них ничего сверхъестественного. За вещь стоимостью, гривен 20-25, если я даю за нее 150 гривен, то я от нее буду ждать чего-то сверхъестественного. Это априори. В общем, такое, да, отношение. Смотрим дальше.
Я забыл упомянуть один момент. Перед тем, как вы заходите на территорию аквапарка, то есть вы прошли турникет, перед вами дверь в раздевалку, но перед этой дверью есть некие боксы, камеры хранения. Да, далее есть камеры хранения, но об этом мне хотелось бы несколько минут поговорить. Значит, есть камеры хранения. Я говорю, подожди, раз уж типа ждем, давай я посмотрю, что это такое. Камеры хранения, стоимость сохранности вещей 10 гривен в час. Ячейка регистрируется на мобильное устройство, тебе приходит там код на мобильный телефон, ну так типа более безопаснее, правильно? Ты можешь там хранить какие-то дорогие вещи на время пребывания в аквапарке. Также ты можешь зарядить телефон, стоимость зарядки. Цифры вообще космические, я не понимаю, что это, для кого это. Зарядить там планшет, устройство, 1 минута там 5 гривен или 10. Час, да, час 30 гривен, все правильно. 10 гривен час хранения вещей просто. Вот, такая функция. В принципе, я всегда за то, чтобы было больше возможностей. То есть, неважно, ты там этим воспользуешься, и если у тебя плохо, когда ты хочешь чем-то воспользоваться, у тебя есть ресурсы, средства, но у тебя нет, тебе не предоставляют эту возможность. И хорошо, когда ты этим не пользуешься, у тебя нет возможности, или ты не хочешь, тебе не надо, но эта возможность есть. Это вообще не про этот случай. К сожалению, я понятия не имею. То есть меня это еще больше, мне это еще больше испортило настроение. Идем далее. Браслет как-то плохо работал, плохо закрывал шкафчики. Там, дело в том, ты кладешь вещи в шкафчик, прикладываешь браслет, он закрывается. Закрыл шкафчик, забыл что-то, ну, в руках держал, забыл телефон, опять-таки, самотоха, вся эта ерунда. Телефон в руках, говорю, как же с телефоном? Пытаюсь открыть, не могу открыть шкафчик, который только что закрыл. Уже тоже минут 10 продолбался с ним, уже собрался идти к администрации. Открылось. Я прошу прощения у всех, кто искал здесь что-то интересное. Можете смело перематывать, переключать видео. Да, оно будет длинное, но мне просто необходимо вот выговорить все это. Времени прошло уже достаточно долго, но у меня в голове вот засели эта мысль и вот этот посыл, который мне просто необходимо куда-то выплеснуть. К сожалению, это YouTube. Далее, катаясь на горках, я, естественно, всегда, как в той передаче, ношу с собой видеокамеру. Я всегда таскаю с собой GoPro, крепления там налобные и прочее. Как обычно, я хочу спуститься с горки, одеваю камеру, спрашиваю у одного спасателя. Говорю, можно с камерой? Типа, никаких вопросов, ничего не возникнет. Нет, я тогда еще я забыл камеру, что-то я просто так спускался с горки. Потом думаю, подойду, возьму камеру, заранее спрошу у него. Спрашиваю, можно с камерой? Типа, у меня налобное крепление, держится нормально, все, руки не задействованы. Говорит, ну налобное, ну в принципе да, типа, наверное, можно. То есть такой как бы неоднозначный ответ, но утвердительный. Позже на другой горке другой спасатель Малибу мне прям пригрозил, говорит, вы что, нельзя, это слетит, там повреждение секции, соединителя, это потом менять, типа очень дорого, как вам потом штрафы какие-то оплачивать. То есть я просто спросил, нет, я спросил заранее, я надел камеру, и он мне уже рассказывает, какие штрафы и сколько денег я уже должен буду заплатить. Классно, да? То есть человек должен развлекаться, получать удовольствие, а он уже в голове себе, подсчитывает, какой он ущерб может принести заведению, в которое он пришел, опять-таки, провести хорошо время. Как я уже писал ранее, я все-таки высказался сразу в день посещения данного аквапарка. Я оставлю ссылку в описании к видео. Можете посмотреть, почитать этот отзыв. Он, в принципе, довольно-таки усредненный и коротко и по факту, в общем. Так вот, там я уже указал, что данные спасатели, в принципе, они некомпетентны. Так как если мне один человек говорит, можно с камерой, другой человек нельзя с камерой, один говорит, в определенных горках можно, в определенных горках нельзя. Я не спорю, в принципе, да, воздействие воды в некоторых горках, то есть попадает прям на лицо, и да, камера действительно может слететь, спору нет. На некоторых скорость большая, на некоторых небольшая скорость. Но опять-таки, каждый раз, когда я прихожу в этот аквапарк, на одних горках мне разрешают с камерой проходить, на одних не разрешают. Не должно так быть, не должно. Я понимаю, что перед входом на каждую горку есть определенные правила, но везде перечеркнута камера, абсолютно везде. Хотя на некоторые меня пускают с камерой без проблем. Должны ведь быть, так как мы живем в 2017 году, ребята, уже, скоро в 2018, боже упаси, должны ведь какие-то быть правила. Есть нагрудное крепление, есть налобное крепление, есть оригинальное крепление, есть поддельное крепление. Давайте какой-то
небольшой урок отведем для данных спасателей, и им там будут рассказывать, какие крепления, как они выглядят визуально, какие можно использовать, какие нельзя использовать, на каких горках можно, на каких нет. И это будет четко. То есть, какой большой минус? Я поднимаюсь на горку с камерой достаточно высоко. Мне говорят, нельзя с камерой спускаться. Я оставляю ее там в боксе, спускаюсь без камеры, потом мне опять необходимо подняться, это огромное расстояние, забрать камеру и спуститься по этим долбанным ступенькам. Там есть возможность приобрести билет на 2 или 4 часа. Если бы я брал билет на 2 часа и хотел бы покататься на горках, и вот эта вот дополнительная беготня за камерой, ну, меня бы вообще не обрадовало. Сейчас мне было, ну так, плюс-минус. У меня нормальное спортивное телосложение, я люблю бегать, люблю подниматься по ступенькам, все норм. Но сама ситуация, вот само вот это отношение, мне не нравится. И с этим тоже надо что-то менять. Плюс, почему я говорю про какие-то уроки для спасателей? Обучение этих ребят проходит в режиме онлайн. То есть, когда ты спускаешься с горки, стоит один новоприбывший новобранец и более опытный молодой человек его обучает прямо на тебе. То есть, если он совершит какой-то косяк или что-то пойдет не так, он тебе скажет, давай едь, когда ехать нельзя. Ну вот так, типа он же стажер. Все, его как бы уволят, и все на этом закончится. То, что у тебя будет какое-то повреждение или травма, я думаю, это не будет сильно кого-то волновать. Еще один момент. Я был там с вот этим фотоаппаратом, на который я сейчас снимаю. Я фотографировал именинницу. Это естественно, абсолютно естественно. Позже я прочитал правила. К правилам мы еще вернемся. Оказывается, на территорию аквапарка нельзя проносить профессиональное оборудование, фото и видео. По поводу правил, опять-таки, мы еще к ним вернемся. Я, наверное, запилю вообще еще отдельное видео конкретно по этим правилам. Я открыл их, и я всех их прочитал. Я думаю, я единственный человек, который посещает аквапарк и читает все эти правила. То есть там 9 листов А4 мелким шрифтом. Мы еще к ним вернемся, мы разберем там некоторые пункты, они требуют моего внимания. Просто они кричат о том, что Зоркс, ты должен дать нам внимание. Так вот, я фотографировал именинницу. Отошел, тут есть декорации, есть зоны, куда нельзя заходить. Служебные помещения и, ну, то есть, прохід заборонен, там написано, проход запрещен. Там были декорации. Я зашел за декорации. Там уложенная дорожка, все цивильно, все естественно, все нормально. То есть нет никаких ограждений, запрещающих знаков, ничего. Дальше, да, дальше есть вход в комнату запрещен, типа служебное помещение. Я зашел за эти декорации. Мне так удобнее было сфотографировать человека. Ко мне бежит спасатель очередной и говорит, нельзя, выйдите оттуда. Такие правила. Ребята, я понимаю, мы подходим к концу. Я понимаю, если ты приходишь в какое-то, это частное заведение, если ты приходишь в какое-то частное заведение, ты автоматически подписываешь контракт. Ну, то есть, как бы гласный, негласный, не знаю. Если какое-то взаимодействие финансовое есть, в данном случае я покупаю что-то у них, билет, да, я как бы покупаю вход. Я автоматически подписываюсь то, что я согласен на все их правила. Их правила теоретически могут не совпадать с правилами Конституции и с кодексами Украины. В принципе, там может быть абсолютно все, что угодно. Вход в белом запрещен, вход с бородой запрещен. Неважно, там все, что угодно может быть. Но первостепенная задача развлекательно-торгового центра, чтобы клиент был доволен. Будьте любезны, сделайте правила и создайте условия для того, чтобы человек получал удовольствие, не прикладывая усилий. Я не знаю, я понимаю, что туда много людей ходят, ну, не таких порядочных, как я. Это нормально. Но опять-таки, если присутствует человеческий фактор, то есть люди, какие обслуживающий персонал, девушки на стойке регистрации, спасатели, они должны определять человека, несет он угрозу, может он своей камерой повредить спуск или нет. Человек, который культурно разговаривает и который, ну, внешне более-менее нормально выглядит, то есть у меня нет каких-то зоновских наколок. С виду, по мне, нельзя сказать, что у меня какое-то неординарное мышление, какой-то неформальный образ жизни. В общем, проводите время с пользой, получайте удовольствие
от проведенного времени. И будьте умнее. Спасибо огромное за просмотр. Если данное видео вам понравилось, то ставьте ему лайк, а также не забывайте подписываться на канал и включать уведомления, нажав на колокольчик. До скорых. Спасибо большое за просмотр. Огромное спасибо. Пока.